Уверен, сейчас подписчики моего канала и просто новые зрители задались одним вопросом. Что он делает возле этой машины? Она же новая! И поверьте, я был удивлен не меньше вашего, когда раздался звонок, позвонили, пригласили. Денег, конечно, не занесли, а жалко. Алло? Денег себе! Видел? И попросили снять первый дорожный тест автомобиля, который разделил мир на два лагеря. На черное и белое. На молоко и кофе. На день и ночь. На крем Орео и печенье. И поскольку у нас всего один день на съемке, все будет максимально быстро, сжато, полно. А уже потом сравним его с этой Супрой. Сделаем общие выводы, найдем плюсы и минусы каждой. И, естественно, мы разберемся, почему все вдруг стали экспертами, хотя не видели ни эту Супру, ни новую, и вообще играли только в НФС. И живут с мамой в 37 лет. И первое, что замечаешь, когда попадаешь сюда, это то, что автомобиль идеально сбалансирован. Потому что на той неделе я ездил на F-Type SVR, и он весил, во-первых, 1700 килограмм. И плюс ко всему его вес максимально сосредоточен спереди, как у меня. И здоровенный мотор там вовсе не к месту. Когда находишься тут, то есть чувство, что находишься в RX-7. Потому что там мотор-то весит как кошка ваша, вот. Но тут все иначе. По заявлению Toyota главными инструментами достижения спортивного автомобиля является ширина колеи, длина колесной базы и низкий центр тяжести. И все эти показатели лучше, чем у их версии GT86, которая вышла намного раньше, чем это. Слава богу, не оппозит. Большое спасибо. Вот на этом вот прям респект. Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Ой. И при этом жесткость кузова тут жестче, чем у Lexus LFA, лучше, чем у LC500, который весит 2 тонны при этом, и намного лучше, чем у провалившегося RSF. Его всегда тянет наружу, все-таки вес мотора играет свое, хоть и есть дифференциал. Но зато мы едем быстро. Скорость это не всегда хорошо, особенно для парней. Вообще ее не считаю дрифткаром тут. Во-первых, потому что короткая база, она широкая и нет ручника. Еще нет педали сцепления, но с этим можно свыкнуться. Хотя местные водители, которые инструкторы, говорят, что газом тоже ее трудно контролировать. И я не буду делать. Максимум, что я могу делать, это закинуть ее в Power Slide. И это ты называешь дрифтом? Для остального здесь нужна сила Аркадия. Пусть приезжает сюда и делает нормальный вам дрифт. Я немножечко Это Edition One, их 3 в мире, блядь. Ты что сделал, блядь, придурок, блядь? 3 в мире, 1 в Сибири. Нереально сложно дрифтить, потому что у нее максимально много зацепа. Красава, брат, ты не лох. Спасибо. Все отмечают, что она больше создана для города. Это Daily Car с возможностью выезда на трек. Если хочешь больше спорта, бери Кайман и выезжай. Хочешь спорта на механической коробке? Купи М2. Вот даже сам создатель, собственно, этого автомобиля сам говорит, что это Daily Car. Это драйверская машина или же это повседневная машина? Это повседневная машина. Вы, конечно же, можете поехать на трек, но я думаю, 99% ее использования будет происходить на дорогах общего пользования, на обычных дорогах. Поэтому мы уделили много внимания, чтобы сделать ее удобной в повседневном использовании. Но самый главный вопрос. Была ли старая Супра сделана для кольца? Была! Она вообще-то еще в Лимане участвовала. И сейчас я тебе это докажу. Так, держи. Расписывай. Так. А что это? Это завещание. А где? Вот тут вот расписывайся. А шлем дадите? Нет, не дам, он тебе все равно не поможет. Давай. Счастливо. Куляба. Но он все равно
кажется сбалансированным, именно сбалансированным и веселым. На нем можно делать очень смелые поступки, и эта машина тебе простит, даже если ты обычный чувак из Рязани, который вообще не умеет ездить. Передача заднего моста ограничена. Я даже ничего не делаю. Мы бы хотели, чтобы вы сравнивали Супру не с Z4, потому что вы обычно не сравниваете купе с кабриолетом, а в нашем случае это должен быть Cayman S или Alpine, возможно, купе. И самое главное, откуда в кабриолете будет переносить воздействие внешних сил более спокойно, нежели это будет происходить с кабриолетом. Поэтому кузова автомобиля я определяю на скручивание. Чем выше эти показатели, тем лучше. Конечно, у целых кузовов тоже бывают проблемы с этим, но у спортивных автомобилей такого быть не должно. А если при этом убрать какие-нибудь несущие элементы, типа крышу, то жесткость вообще упадет и высоких результатов не добиться. Соответственно, машина будет воспринимать все воздействия, скручивания очень плохо. Например, у старых Супр тоже были с этим проблемы, которые имели кузов Тарго. Даже была проблема, что трескались лонжероны. Но об этом как-нибудь в другой раз. А когда мой ход? Блин. Блин. Ты чё такой жесткий? Но Toyota не забыла про тюнинг, про тюнеров. И сделала так, чтобы все можно было сделать самому, доделать. Распорки, охлаждение коробки можно дополнительно сделать. В конце концов, всегда есть чип-тюнинг. Все можно сделать. И я верю в то, что эта машина может ехать в дрифте. Просто нужно пошаманить с подвеской. Все что угодно можно заставить дрифтить. Ведь так? В ней заключен большой потенциал, и именно поэтому мы сделали эти прорези для дополнительных отверстий. Вы также можете установить более крупный охладитель трансмиссии, или вы можете добавить охладитель дифференциала, если вам потребуется. Обычно при использовании в автоспорте охлаждение всегда становится критичным моментом. И для охлаждения мы все предусмотрели. Мы сейчас уехали с трека просто потому, что закончился трек-день, и я не успел вам рассказать о том, что тут еще есть новейший дифференциал Duaway, который может полностью заблокироваться на 100%. И это происходит очень быстро. Да, Роскомнадзор, учись. И еще я забыл сказать большое спасибо Toyota за то, что не полный привод. Вот так. А разгоняет эту машину самый главный камень преткновения всех фанатов Toyota Supra. 3-литровый BMW-шный мотор P58 на 340 лошадиных сил. И если вы сейчас на секунду отвлечетесь, уберете из своей головы фанатскую любовь по JZ, уберете иконы с JZ и просто послушайте меня хотя бы секунду, вы узнаете, что едет этот мотор охуенно. И все это разгоняется за 4,3 секунды с помощью одной твинскрольной турбины, которая как раз и сделана для того, чтобы потоки 6 цилиндров были разнесены в нужное положение так, чтобы не было пересечений, все было четенько и без турболага. Так, что он сказал? Изгородь ездили, он погиб же в Женеве. А еще поработали над охлаждением, и поэтому тут нет проблемы GZ. Перегрева 6-го цилиндра. Это, конечно, не как у Subaru, но тоже было.
Но все, конечно же, кричали о надежности. Я не кричал! Я ж не еблан! Мол, чугун нужен, чугун это надежность, а ваш алюминий это... Полный отстой. Так уж вышло. Есть такая штука, может быть, слышали. Физика. Отсюда мотор легче, теплопроводность лучше, снижается трение, отсюда растут динамические показатели, снижается расход. В общем, одни плюсы. Кроме надежности, да, вы не сможете его повторно восстановить у дяди Вити в гараже. Жалко. Жалко. Это очевидно, я это признаю. Потенциал для тюнинга? Что ж, давайте обратимся к экспертам. Дорогие друзья, если вы не верите мне, то вы должны поверить этому человеку, знатоку всех BMW, которые только есть в этом мире. Владимир, с канала BMW Life. Всем привет. То есть я сейчас должен доказать, что BMW-шный мотор в Супре это неплохо. Доказать у тебя не получится. Мы должны рассказать о том, что это мотор не так плох, как вы думаете. Очень интересно. Но я могу понять пацанов, парней, которые любят японский автопром, потому что это такая борьба идеологий. И когда в культовую для них машину вставляют немецкий мотор, но для них это определенное предательство. То есть что бы мы сейчас ни сказали, как бы мы ни хвалили сейчас рядные шестерки от BMW, парни этого не поймут. И я, честно говоря, отчасти их понимаю. Это не человек! Это же ангел! То есть это то же самое, что если BMW сейчас, например, для М-серии закажет мотор от Мерседеса. Даже если это будет лучший мотор на планете Земля, такие, например, люди, отбитые BMW-шники, в хорошем смысле этого слова, как я, они этого не поймут. Тогда, собственно, главный камень преткновения в этом моторе – это надежность. Будет ли она такая же, как в 2JZ и около того? Ну, сейчас об этом говорить рано, потому что мотор выпускается с 2015 года, соответственно, люди начали там эксплуатировать уже ближе к 2016-му, то есть он не проехал, в принципе, еще столько, сколько проехал JZ. Но у меня есть маленькие аргументы. До этого рядные шестерки, которые выпускали BMW, если говорить именно про турбо шестерки, это N54, N55, это вот этот мотор, который вы видите в кадре, ну и, соответственно, B58. Если говорить про стоковые машины, то, как правило, там до первой сотни, до 150, если ухаживать, проблем нет вообще никаких. А потом? Стой! Полилось масло! А потом уже, соответственно, проблемы могут начинаться, но при этом я встречал, вот, например, 55-е моторы, которые 250 тысяч проходили. Тут, понимаешь, очень много зависит от обслуживания этого мотора, потому что по-хорошему, вот во всех сейчас современных моторах BMW-шных, турбированных, бензиновых, нужно масло менять каждые 5-7 тысяч километров в Москве. Никто почти не придерживается этого регламента, и это первая проблема, потому что моторы теплонагружены, они все коксуются. Вся проблема всегда в масле. Вы же знаете, эти немцы! Тогда не менее важный вопрос – это тюнинг, потенциал и вообще какие особенности этого двигателя в конструкции, так сказать, что там такое, чтобы получить эту мощность? Что у него хороший потенциал по тюнингу, намного больше, чем у предшественника N55. Но когда люди попытались осуществить задуманное, они столкнулись с тем, что BMW-шники сделали защиту программного обеспечения, и ты не мог увеличить мощность, ты мог варьировать только заводские прошивки, и то в период 10 моточасов. То есть... Какой ужас, сука. И это недавно, естественно, эту ситуацию поправили, ребята все взломали, то есть сейчас уже все нормально, выдыхайте. Класс, молодцы. По железу потенциал у него хороший, потому что у него, во-первых, закрытый блок, это прям идеальный блок для увеличения мощности, для тюнинга, потому что вот здесь Open Deck блок открытый, открытого типа. Соответственно, преимущества какие? У него больше турбина, более производительная по сравнению, чем с предшественником N55. Она и в габаритах больше, и, соответственно, сама крыльчатка больше. Они его где-то местами даже упростили, этот мотор. Опять же, чтобы это сказалось на ресурсе. Потому что здесь, например, помпа была электрическая, там уже механическая помпа. Потому что вот с этими пластиковыми, ну, естественно, проблемы периодически возникали. Они очень грамотно подошли к системе охлаждения. Я когда брал на тест 440-ю, я специально, вот первым делом, что я попробовал, это я подключал прям компу и смотрел параметры все в реальном времени, да, температуру масла, охлаждающей жидкости. Мы наваливали, там, тормозили, разгонялись, наваливали по пробкам, и на самом деле он в этом плане был очень неплохой, то есть мотор не грелся. А еще скажи людям, ковка есть? Кованый коленвал, парни, есть. Ковка есть. Nice.
И очень важно, что BMW, в принципе, с выходом каждой новой рядной шестерки, они почти всегда берут номинацию «Двигатель года». Вот B58, про который мы сегодня здесь рассуждали, он, если мне не изменяет память, в 16-17 году брал такую номинацию. И еще, один раз мотор года стал Subaru Boxer. Это ошибка. Забудьте, этого не было никогда. Это ошибка. Закрепили. Мотор неплох. Но многие из вас писали, а точнее все писали, где JZ? По всему миру писали, где JZ? Во всех комментариях был срач, где JZ, мать твою! Ведь Toyota может создать хороший двигатель, у них есть атмосферники хорошие, у них есть ТРД, у них есть газорейсинг, у них есть все. Но JZ нет. Я узнал. Включайте телефоны на запись, берите блокноты, зовите мать с кухни, а отца позовите из гаража. Создать мотор с нуля было дорого. Когда мы начали в 2012-м, BMW являлись единственным OEM-поставщиком, кто производил рядный шестицилиндровый двигатель. Поэтому для нас это было просто идеальным вариантом. Соответственно, если это сделать, то машина, которая произведется со своим мотором, должна стоить в 2 раза дороже. Поэтому, если не BMW, то вообще бы ничего не было. Все. Да лучше вообще бы ничего и не было-то. Да согласен с тобой полностью. Придумали эту электронику какую-то. Супра должна оставаться Супрой. Конечно, должна оставаться. Слушай, ну это вообще ужас. Павел Семенович, есть 3 рубля мне на телеграмму в Горсад отправить семена новые. А что ты как я, глубины почтой? Что ты придумываешь эти технологии какие-то? Ну, телеграмма там. Да ладно ты шо? Ну ладно тебе. Голуби-то, а? Ага. Ой, что, заболел? Ой, я этим собачьим навозом нос закидываю, поджигаю, нормально все сопли прогоняет, вообще живу как человек. У меня был вопрос по коробке, где, мать твою, механика? А вы машину-то уже водили? Да, немного. И вы до сих пор считаете, что вам нужна механическая трансмиссия? Вопрос с подвохом. Да, поэтому наше послание такое. Самая легкая автоматическая трансмиссия чрезвычайно хороша. Поставили знакомую нам уже ZF, которая стояла на Ягуаре, на Range Rover, на SRT8. Хорошая, надежная, держит до 800 сил. И главное, она честно поддерживает все безумие. Интерьер тоже многих озадачил. И, во-первых, все отмечали кнопки, что это кнопки BMW. Are you sure about that? Идем дальше. Мультимедиа. Вы видели мультимедиа у Toyota? Вот я ездил на 530, да. Мне нравился салон, кроме синтетики сверху и того, что пару раз эта мультимедиа глючила с Bluetooth. Ждем. Но графика и эргономика просто на голову выше, чем у конкурентов. Не знаю, придите, сами сравните, да попробуйте. А еще есть изофикс на переднем. Прикиньте, ребеночек ваш тут поедет. Хотел бы быть вашим ребеночком. Немногие знают, но логотип тоже претерпел изменения. Ну, во-первых, линии немного изменились, а во-вторых, буква S теперь имеет тайный смысл. Это изгиб поворота на Нюрбургринге. Плюс ко всему появился значок GR, Газу Рейсинг, просто потому что патент на слово «супра» в Европе потерян. Неизвестно кем, но потерян. В России будет продаваться просто как Toyota Supra, в России всем пофиг на патент. Ха! И я понимаю тех, кто скажет, что это не то. Я понимаю вас. Но я уже несколько раз пытался доносить в своих видео идею о том, что не надо жить прошлым. Ну не надо, потому что при всех тех качествах, которые были в тех машинах, они проигрывают прогресс. Ну это просто отрицать глупо. Я не знаю, как так можно. И чтобы не быть голословным, давайте перенесемся в Москву и оценим. Этот прекрасный экземпляр, турбоэкземпляр, в который вкладывали много денег, много времени и не колхозили на последние гроши, делая из него НФС тюнинг. Потому что тут есть подход, мать твою. Так что ее этот снимал, Аркадий Карданов. Не снимал. В смысле не снимал? Ну она ж целая. Блин, ну это же все-таки видос-то был. Не был.
Почему? Ну так ты умер, типа, казалось. А этот? Овал. Тоже снимал? Да не, Овал не снимал, он просто другим позволял говорить про нее все. Но сначала мы вернемся к тому, что пока мы делали ролик, Давно пора, хули ты так долго? огласили цены на новый Toyota Supra. И знаете что? Я охуел. От того, что это намного выше того, чего нам обещали, что говорили, это будет цена ниже BMW Z4. Ну, получается, что эта Toyota стоит дороже BMW M2 и почти приближается к стоимости Porsche Cayman GTS. Toyota, Porsche. Это очень грустно, я грустил 2 дня. Это, конечно, очень меня печалит, но я хочу обратиться к тем людям, кто заранее писал, что теперь Супру не купить, и наверняка ждал цен типа 600 тысяч, 800, может быть. Вы бы тогда не могли купить эту машину, а вот эти вот цены ниже миллиона, это было тогда, когда во Владивостоке их сгружали с контейнеров, и Виталий Демочка разрешал вам купить эту машину после того, как вы дадите свою руку ради перелома, чтобы он снял в своем сериале «Спец». Потому что такие машины новые в США в 1995 году стоили $50 тысяч. Это на те деньги, без учета инфляции. В 2009 году Golf GTI стоил 1 100 000 000. Сейчас 1 100 000 000 стоит Kia Ceed более-менее нормальной комплектации, а Pro Ceed 2 миллиона. Спуститесь на землю, счетоводы. Что ж, друзья, для меня это действительно важный момент — оказаться за рулем одной из самых популярных машин 90-х годов. И пускай популярность к ней пришла слишком поздно и не спасла ее в продажах, к этому мы еще вернемся. Но давайте скажем спасибо играм и фильму «Форсаж», где она была атмосферной. Подними капот. Капот поднять? Подними. Двигатель 2JZ. Ух ты. А я что говорил? Вы что, тупые? Это шатма. Двигатель вам надо слапнуть, и проблем вы с ним не оберетесь. Его лишь надо найти. Потом под него найти коробку, поменять привода и всю электронику. Так что, лысый, по факту ты остаешься без трусов. Ты вообще заткнись. У тебя на дисках тормозов нету. Бум! Шоколад. Гоняйся и дальше, тогда я заработаю на тебе. Только в Порш не садись. Изначально эта Supra 2001 года имела правый руль и автомат, но уже был мотор 2JZ GTE. И имела соответствующий вид всех Toyota Supra в нашей стране. Но, как я сказал, у хозяина есть подход, мать твою! И он перекинул все до мельчайших деталей, нашел каждую панельку. Есть, конечно, недочет. В правой двери возле стеклоподъемника нету пластика. Не потому, что у него кончились деньги, а тупо нет для левого руля. Потому что американцы смекнули, что тачка стала экзотической, и они все держат там у себя. Поэтому, если что-то найти в продаже, это просто какое-то чудо какое-то. И работает все, кроме кондея, поэтому мне скоро конец. Что-то там спаяли не так, но за подход респект. Но главное, что мне нравится, у этой Toyota Supra своя панель, вот эта вот
пилотно-самолетное, все направлено к тебе. И я думаю, что в новой Toyota Supra это можно было сделать, потому что это своего рода своя фишка этой модели. Потому что нашелся дизайнер, который взял и просто в фотошопе сделал свою панель. И как мы видим, смотрится нормально, имеет свой стиль. Я не поверю, что у Toyota не было денег на форму для панели. Здравствуйте, в эфире программа «Ни хрена себе». И я ее ведущий Александр Кныш. Сегодня наша программа приехала в город Тойотавиль, где группа ученых трудится над тем, что переносит линии Toyota Supra в новую Toyota Supra. Это очень опасно, это очень сложная и кропотливая работа, и поэтому мы должны узнать, как проходят их дела. Здравствуйте. Добрый день. Как проходит ваша работа с Toyota Supra? Очень сложно. Мы работаем по 20 часов в сутки. Сил не остается никаких. Сложно. Думаем о будущем, стараемся никого не расстраивать. Я и мой друг Витя. Эй, Вить! Походу, с вашим другом что-то не то. Что-то БМВ лапает. Болен? Вить! Витя! Эй, Вить! Что с тобой? Что с тобой, Вить? Господи, беги! Но мы же тут с вами собрались не за кнопочками, правильно? А вот за этим. Я как будто сижу на турбине самолета в 550 сил. И тут уже переделано на сингл, конечно, но сделано так, чтобы это не просто пришлепнуть и искать, где там буст, а наоборот, максимально сделано так, чтобы было похоже на твинскролл, где-то с 3500 вот это появляется, вот это вот. Да что вам говорить? Вот это вот, блин! Я немного наврал, сказав, что с 3,5, 4, вот 4 и прям начинается. Фух. И сравнивая с новой машиной, да, на новой машине это происходит раньше. Но это происходит, знаете еще как? Это происходит мягче, податливее, как-то больно подконтрольно у тебя происходит. Тут же это все так тяжело, самобытно, так по-механически, знаете. Мы ездили вчера на этой машине, и я это вот сравнил, знаете, с чем? Вот с этой фигней в спортзале. То есть ты можешь просто подтягиваться, учиться, тебе будет тяжело, и ты будешь делать меньше подходов. А с этой штукой ты будешь делать много, тебе будет легче. И тебя запозорит весь зал. Но ты сделаешь больше подходов, но тоже устанешь через какой-то период. Вот новая Supra это вот хреновина. Тебе легче делать, ты можешь больше сделать и просто как бы кайфуешь от вождения. Тут же надо работать с машиной. Это по-настоящему, как сказать, инструмент. И тут уже, знаете, не важно, что из них лучше, а что предпочитаете вы. Иногда хорошо и то, в зависимости от настроения. Я думаю, вы поняли мою мысль. А? Знаете, я бы очень хотел найти стоковую Supra, максимально стоковую Supra, чтобы 280 лошадиных сил. И я думаю, я не был бы так впечатлен. Да я даже не думаю, я уверен, что я не был впечатлен как от этой. Но найти стоковую Toyota Supra было еще сложным по двум причинам. Во-первых, это то, что проще найти демократию в России. Этого нет. А второе, мы нашли стоковую Supra на автомате, турбовую, но хозяин сказал: "Че, сколько заплатите за тест?" Понятно, братан, понятно, почему она у тебя в стоке. Красава. Мы довольны? Мы довольны. Да, мы довольны, потому что один вид только этой подкапотки заслуживает всех наград этого мира. Тут сделано очень много, я даже все перечислить не смогу, здесь будет список. Но главное, что преследовал хозяин, это сделать максимальный сток-мотор и выжать из него максимум. То есть внутряночка вся новая, но стоковая. Чего, блядь? Просто скажу. Чуете подход, сука? Да, потенциал этого двигателя огромен. У него огромная надежность. Но не нужно забывать о том, что у него были свои проблемы. И масложор был, и перегревы особенно. За ними нужно следить, потому что даже эту машину, когда царь Аркадьевич гонял ее на треке, приходилось следить. И в конце концов изначальная система Twin Turbo, которая на нем была,
со временем она тоже моросила голову. Секвентальная система управляется вакуумом при помощи соленоидов. И в этом самая главная проблема. Вакуумных трубок очень много, и с годами они рассыхаются и становятся твердыми. За ними же рассыхаются и сами соленоиды, а именно трубочки, на которые надеваются эти вакуумные трубки. И когда двигатель вибрирует, ходит туда-сюда, трубки уже не эластичны и тем самым ломают входы на самих соленоидах. Сейчас этот мотор устарел. Это глупо не понимать, потому что мотору 27 лет. И зачастую сейчас у дрифтеров уже начинают мелькать моторы от ГТРов. Дорого, конечно, но начинают мелькать. Да, блядь. Только начинает появляться, но еще ни хера не появился. Сейчас самый разгар сезона, а я хожу, блядь, без штанов, зато с ВРом. Ну, мне норм, чё. Но в то же время это до сих пор универсальный и простой инструмент для каких-либо целей. Пока еще. Дай поцеловать. А по кругу здесь стоит оригинальный ТРДшный обвес с расширением. И это хорошо, потому что в стоке такие машины выглядят немножечко, грустно. Как Сильвия, например. А с обвесами им гораздо лучше. Также новый цвет Ferrari Rosso Corsa. Оптика новая в круг. И диски. ТЕшки 37 SL. Секс классика. Ну, чувствуете? Подход, мать твою. И как я сказал, тут стоит механическая коробка Getrack на 6 ступеней. Переключения четкие. Трехдисковое сцепление мягкое. Я думал, будет все сложнее. А когда переключаешься, то звук Визгейта просто поднимает все мурашки твоего тела. Оу май. Была своя коробка на атмосферной машине, механической, но она не выдержала бы весь момент 2GZ GTE. Был автомат, который стоил дороже и ценился больше, и он выдерживался. Но он был четырехступенчатый, как бы для драйва это не то, мы же с вами это понимаем. Но остается вопрос, почему же они закупили немецкую коробку? Выпуск такой коробки фактически для одной машины, у которой будет маленький тираж, был бессмысленным. Слава Getrack. Смотрите Ченпока. Ченпока, смотрите. И да, Ченпока значит писька, мы знаем. И вот это касается, кстати, новой Супры. Только в плане двигателя. Потому что план на год 6000 единиц. And knowing that we have only to sell 6,000 units per year, that's very difficult to make the business equation. Где большая часть будет на США и Японию. На Европу, по-моему, 900, что ли, всего. В Россию 22. Они 22 машины боятся не продать. Ну, с такой ценой-то могут и не продать. Но не в этом суть, а в том, что партия маленькая. И для маленькой партии разрабатывать двигатель с нуля нерентабельно. И самое парадоксальное, что так было и со старыми Супрами. Продажи Супры составили 3500 штук в 91-м, 1200 штук в 92-м и 2700 в 93-м годах. Дело в том, что при цене в $39 900 США или $70 тысяч в наше время, Supra Turbo 92 года был самым дорогим участником линейки Toyota. Это данные только с рынка по США. Но, как мы с вами понимаем, это главный рынок, на что они ориентируются, а не нахуй там Россию. Вот вам для примера статистика по США на Toyota Camry. Нормально, да? Разницу чувствуете? Потому что тогда мотор 2JZ стоял не только в Supra, а он стоял в Toyota Arista, которая, кстати, появилась на 2 года раньше, и мотор там появился раньше. Ага. Если бы у них была какая-то другая модель, где гипотетически может стоять 3GZ или как его там, не знаю, может быть, дела были лучше. Но вообще неизвестно, наступят ли такие времена или нет. Но мне кажется, если бы такое все-таки наступило, и Toyota решила бы сама делать двигатель с нуля, то, во-первых, он должен был попадать под нормы. Нормы выбросов Евро 6 или там Евро 7 уже будет. Хрен его разберешь. И что-то мне подсказывает, что чтобы в них попасть, это было бы что-то не чугунное и не массивное, а что-то очень похоже на двигатель BMW, но свое. Я бы очень хотел затестировать эту машину на гоночном треке. Я пытался договориться, но 10 тысяч рублей в час – это 10 тысяч рублей в час. Мы пока не такие крутые, и приходится ездить на обычных дорогах. Но
на той Супре мы же тоже поездили на обычных дорогах, и я тоже могу сравнить. Тут проигрыш, реально проигрыш. Тут хоть и тейны по кругу стоят, но реакции на руль не такие моментальные. Она немного запаздывает, что ли. Я не знаю, мне кажется, стоковый Супра еще хуже будет. И вы скажете, ну, наверное, потому что эта машина создана для дрифта. А на той у тебя даже не получилось, потому что там держака было много. Возможно, вы правы. А возможно, просто разница 25 лет играет свою роль. Вы наверняка скажете, ну а где дрифт? Ты же на той пытался? Пытался, на гоночном треке. На этой, на обычных дорогах я не хочу пробовать. Во-первых, у меня и скилла не так много, а во-вторых, в этой машине вложено слишком много трудов, слишком много. И рисковать на дорогах Новой Риги себе дороже. Поэтому ее тестировал Аркадий, вы видели, что она может. Еще многие про новую Супру писали, что пропал дух Супры. Это не Супра. Что ж, я напомню вам, что вот эта машина сделана на базе Toyota Soares. Чувствуете, да, уже что-то не круто, да? Двигатель был от Toyota Arista, которая вышла на 2 года раньше. А коробка вообще немецкая. Ближе к телу, как говорит Гидя Мапасан. Свое тут был только кузов и жесткость кузова. Ну и панель. Охуенная панель. Просто лучшая. Но если верить старожилам, то... Здорово, братан. Здорово. Маслонасос на РБ есть? Есть. Спасибо. Пожалуйста. Здрасте. Здравствуйте. А вот не поможете? У меня такая проблемка. Угу. Мне это Супра нужна. Мужичок, это дороговато. Да? Ну, смотри. Не. И что ж мне, как мне быть-то? Смотри, есть выход. Скачиваешь приложение Автору, там покупаешь Soares, продаешь салон, на вырученные деньги покупаешь все распорки, будет тебе Супра. Блин, спасибо. Скачивай приложение Автору. Это, мужичок, натри меня маслом, пожалуйста. Хорошо. Если следовать вашей логике, то новый Porsche 911, который стоит много денег, показывают хорошие динамические характеристики, ну и просто стильные тачки, которые оборачивают взгляды, это не Porsche. Знаете почему? Потому что там водяное охлаждение. Где воздушка-то, а? Вот это было Porsche. Но это абсолютно разные машины, и нельзя сказать, какая хорошая, какая плохая. Они, каждая по-своему дарят эмоции. А это главное. Главное от любой машины, любой марки. Неважно, какой там мотор стоит, хоть шестная, неважно. Вот, ну, я вот лишь вас призываю только думать прогрессивно, открываться чему-то новому, а не быть консерватором и восхвалять прошлое. Потому что ведь все вот любят сказать... В 90-е было хорошо, и вообще жизнь там была хорошая, и машины были лучше, и трава зеленее, продукты были лучше. Но человеку свойственно забывать плохое. Это даже имеет научное обоснование свое. Вспомните, как было. Была безработица, было вообще непонимание чего. Героиновый бум, криминал на улицах. Непонятно, что было с деньгами. Вообще было жутко жить. Но вот это все забылось. Мы предпочитаем это не вспоминать. Ну и такое всплывает при определенных, конечно, разговорах между кем-то, но в основном вспоминается только хорошее, как там были какие-то ситуации лично у вас с семьей и так далее. Я сам негодую от того, что некоторые машины, некоторые вещи, некоторые события никогда не повторятся и не будет так, как раньше. Но еще я больше негодую от того, что происходит сейчас, то, что происходит со свободой слова, с правами человека. Но знаете, вот все мудачье, оно рано или поздно вымрет, и времена поменяются. И вот это все плохое, оно забудется. Я буду вспоминать только хорошее, и вы будете вспоминать только хорошее. И так работает ностальгия. И поэтому, друзья, не надо жить прошлым, идеализировать прошлое. Это не нужно делать. Нужно идти вперед за жизнью, успевать за ней. Ведь никто же из вас не ходит со старым телефоном или в старой одежде. Хотя иногда хочется купить старую Nokia Engage или Motorola Razr V3. И ты можешь спокойно купить его бэушным сейчас или новым из Китая.
Поиграешься денек и положишь на полку. Так и с Супрой. Поэтому, знаете, в старой школе почет, а новой удачи. Какая из них лучше? Да никакая, потому что круче всего 70-ка. Потому что у нее поднимаются фары. Чистый секс воплотить. Что мы имеем по итогу? Кузов Тарга, левый руль и турбину. Да, это мотор не 7М, но от Джея она же хуже не становится, ведь так? И состояние просто никому ничего не пытается доказать. Просто делает по кайфу и все. И знаете что? Я поеду кататься. А на это все. Ставьте лайки, пишите комментарии. И, друзья, наше шоу продолжается. Я поехал. И та, что со